Турция. Какой мы себе ее представляем? Задумайтесь. Может быть, вот такой, где море встречается с пляжем, усыпанным множеством зонтиков и шезлонгов. А может быть, вот такой, где все побережье застроено большими и маленькими отелями. В любом случае, в большинстве своем мы представляем себе Турцию страной для пляжного отдыха, которая наполнена отелями, где есть бассейны и водные горки, бары и рестораны, взрослая и детская анимация и так далее. Мне же захотелось увидеть эту страну изнутри, совершенно другую Турцию, абсолютно незнакомую нам, снять о ней видеофильм и показать его вам. Привет, ребята! Кто меня не знает, представлюсь. Меня зовут Виктор Гулько, я путешественник и турагент. Как вы поняли, снимая этот фильм, я достаточно сильно заморочился. Вы наверняка спросите, Турция, заморочился, зачем? По моему глубокому мнению, Турция — это самая недооцененная страна в туристической сфере. Это страна, которую большинство наших людей не понимает. И я, снимая эти фильмы, захотел вам показать истинную, настоящую Турцию. И сейчас вы увидите первую серию этого фильма. В ней я расскажу про два города. Два города, в которые вы вряд ли поедете сами, потому что они не туристические, но тем не менее мне лично было интересно на них посмотреть, и поэтому я расскажу о них вам. Первый город — это город Конья. Он находится в серединке Турции и находится по пути от Анталийского побережья до знаменитого курорта Каппадокия. Кстати, видео о Каппадокии, о том, как летать там на шаре, как туда поехать и как там провести время, у меня есть на канале. Вот там по ссылочке пройдите, тоже можете посмотреть этот фильм. Итак, второй город — это столица Турецкой Республики. Я надеюсь, все уже знают, что столица Турции не Стамбул, а город Анкара. И именно этот город достаточно интересный, хотя, опять же, не туристический. О нем я также расскажу в этом фильме. Поэтому устраивайтесь поудобнее, чаечек, кофеечек, и приятного вам просмотра. Все мы привыкли к путешествиям на машине по Европе, и мало кто догадывается, что автопутешествие по Турции – это поразительный фейерверк эмоций и впечатлений. Все дело в том, что Турция крайне разнообразная страна, разнообразная по природе, ландшафтам, климату, людям. И когда вы путешествуете на машине, вы как будто на целый день застряли в кинотеатре и из одного фильма сразу переходите на другой, с разными декорациями и главными героями. Вот вам простейший пример. Мы выехали с южного побережья Турции недалеко от города Сиде в сторону центральной Анатолии по направлению к городу Конья. Всего за 3 часа пути, и природа вокруг кардинальным образом изменилась. Все дело в том, что большая часть центральной Турции представляет собой Анатолийское плоскогорье. Чтобы проще понимать, что это такое, представьте себе сковороду, перевернутую вверх дном. Ее края – это морская береговая линия. Далее при движении к центру высота резко повышается. Это и есть прибрежные горы Анатолийского побережья, и называются они Таврские. Они особенно хорошо заметны в регионе Кемер. В центральной части так называемой сковородки, в
В целом равнинно, лишь изредка холмистые ландшафты, но при этом вы находитесь на высоте 1000 и даже 1500 метров над уровнем Средиземного моря. На этой карте кирпично-красным цветом выделены участки суши, которые расположены выше над уровнем моря, нежели более низкие зеленые по берегам морей. Далее, если вы движетесь на север, вы достигаете другого края нашей сковородки и спускаетесь вниз к Черному морю. А здесь уже другие горы. О них я вам в дальнейшем также расскажу, и называются они Понтийские. Важный момент, что при подъеме вверх у вас резко меняется картинка. Зеленые горы, поросшие средиземноморской сосной на юге, теряют всю свою зелень, становятся абсолютно лысыми уже через 2 часа пути от побережья Средиземного моря, и на подъезде к городу Конья, который, кстати, находится на высоте чуть более 1000 метров над уровнем моря, вас встречают пожелтевшие степи. Это первое наблюдение в пути, которое меня очень сильно впечатлило. И на протяжении всего видео я буду часто рассказывать и восторгаться о том, как резко меняется картинка вокруг. Поэтому, путешествуя таким образом, постоянно хочется останавливаться, любоваться тем или иным местом, запечатлить его на память, ведь уже скоро картинка наверняка поменяется. И вот на одной из остановок мы случайно обнаружили очень живописное место с небольшим озером. Друзья, просто полюбуйтесь этим местом буквально в получасе езды от города Конья. Первым городом на моем пути была Конья. Достаточно большой турецкий город с населением более 2 миллионов человек. По моему мнению, город, конечно, не красавец, но при этом особая харизма у него точно есть. В целом в городе преобладает низкоэтажная застройка, и лишь в центре встречаются многоэтажные здания. При этом в самом центре находятся старинные здания, при которых множество маленьких магазинчиков, где вы можете купить всякую всячину, а также вкусно покушать. А теперь настало время и нам покушать. Для этого мы навестим ближайшее кафе. Мы заказали какие-то турецкие блюда, их нам сейчас принесут. А пока мы ждем, нам принесли вот столько закусочек. Мы начинаем есть. Вот нам принесли столько всего. В общем, вот все, что нам принесли, стоит $8. В Конье вы почти никогда не встретите по-европейски одетых женщин. Дело в том, что издревле Конья была и остается крупным религиозным центром. Именно поэтому в этом городе несметное количество мечетей. Их здесь больше, чем в любом другом городе Турции. А в XIII веке в Конью пришел, жил и был похоронен крупнейший мистик Мевляна Джалаладдин Руми. Он основал в Конье один из самых известных по сей день суфийских орденов. Орден, организованный Мевляной, отличается особым ритуалом – кружением дервишей. Под печальный звук тростниковой флейты и гипнотический бой барабанов суфии кружились и входили в транс, достигая единения с Богом, даруя божественную любовь присутствующим на ритуале людям и всему миру. Позднее ритуал кружащихся дервишей даже был объявлен ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия. Тем временем мы покидаем Конью и едем дальше, чтобы вы могли увидеть больше.
Ребят, честно вам признаюсь, от момента съемки до выхода видео на YouTube проходит достаточно много времени, потому что монтаж каждого видеоролика отнимает у меня, ну, как минимум неделю, а то и 2. Если вы хотите быть в курсе моих новостей, моих путешествий, следить за ними, я очень рекомендую подписаться на мой Instagram. Именно в Instagram я выкладываю информацию о моих путешествиях, делюсь какой-то полезной информацией по бронированию туров, о горящих турах, о раннем бронировании, каких-то новинках. Мои рекомендации я все выкладываю в Instagram. И там все видео выходят фактически в режиме реального времени. Ссылка на мой Instagram под этим видео. Приглашаю вас дружить в Instagram. 275 километров и 3 часа в пути, и вот мы уже в сердце Турции. На мой взгляд, если Стамбул – это душа страны, то Анкара – это ее сердце. Анкара с населением более 5 миллионов человек является вторым по величине городом Турции. Столицей Турецкой Республики город стал только в 1923 году. Причиной тому, как вы наверняка догадались, более удаленное расположение от опасных по тем временам западных границ. Символичным было то, что в переводе с греческого «Анкара» означает «якорь», словно предвещало, что столица будет именно тут. Поднявшись на возвышенность, можно увидеть, насколько Анкара большая по площади. Город раскинулся на множестве холмов. В его центре возвышаются достаточно высокие здания, при этом нельзя сказать, что окраины Анкары низкоэтажны. Наоборот, здесь превалируют дома высотой 9-10 этажей, образуя множество спальных районов города. Но что отличает спальные районы Анкары от нашей, так это то, что застройка здесь достаточно плотная, и то, что все крыши покрыты черепицей. Именно по этой причине, если сильно не вглядываться, то кажется, что все дома малоэтажные. Но это совсем не так. Примечательно, что климат здесь с большим перепадом температур в течение года. Лето жаркое и сухое, с температурами 30 и более градусов. Зима же наоборот холодная и довольно снежная. Зачастую морозы достигают минус 15 градусов. Согласитесь, такого подвоха от жаркой в нашем понимании Турции совсем не ждешь. Все дело в удаленности от морей и высоте около 1000 метров, опять же над уровнем моря. Все это обуславливает так называемый континентальный тип климата. Интересно знать, что Анкара считается самым безопасным городом для проживания среди всех городов Турции. В Анкаре, помимо большого количества государственных учреждений, также много колледжей, университетов и, как следствие, множество студентов. И отдельно хочется сказать то, что в городе очень много клиник, где оказывают медицинские услуги разного профиля на очень высоком уровне. Для того, чтобы увидеть город сверху, я рекомендую посетить телебашню Атакуле. В ней расположены смотровые площадки, вращающийся ресторан и кафе. С этого места открывается превосходный вид на Анкару. Именно в Анкаре я увидел удивительное явление – снег в 30-градусную жару. Друзья, ну конечно же шучу. Это не снег, а тополиный пух, который здесь в начале мая повсюду. Он действительно напоминает снежинки, которые кружатся в воздухе и покрывают землю белым одеялом. К сожалению, я побывал в Анкаре как раз во время локдауна. На улицах было очень мало людей, и большинство достопримечательностей было закрыто. Тем не менее, мне кое-что удалось посмотреть, и я с удовольствием покажу вам некоторые интересные места города. Ребята, если вас случайно занесет в Анкару, потому что мало какого туриста заносит в Анкару, Стамбул, Анталия, но не Анкара. Вот, я вам рекомендую посетить место, в которое пришел я. Оно называется Хамамөню. Здесь местные жители восстановили быт, архитектуру, которая здесь была пару столетий назад. Они восстановили эти домики, но восстановили именно в таком виде, в каком они были несколько столетий назад. Я вам сейчас под красивую музыку покажу, как турки жили несколько сотен лет назад. Пойдемте.
Хамаменю – отреставрированный район в Анкаре с деревянными домами в традиционном османском стиле и одно из самых очаровательных мест Анкары. Это целый лабиринт узких улочек, старых домов и исторических зданий, большинство из которых – это рестораны, кафе или сувенирные магазинчики. Также мне удалось заглянуть в одну из главных достопримечательностей города – мечеть Каджа-Тепе. Это огромное здание в неоклассическом турецком стиле, построено относительно недавно, в 1987 году. Мечеть видна практически со всех сторон столицы и вмещает в себя, вдумайтесь только, более 20 тысяч человек одновременно. Внутреннее убранство мечети поражает детализацией и очень красивой отделкой. Безусловно, Анкара не является туристическим городом, но если вы будете рядом с ним или проездом, выделите день на то, чтобы попробовать этот город на вкус. И да, чуть не забыл, самую дешевую баклаву в Турции я купил именно в Анкаре, всего 30 лир за килограмм этой вкусняшки. Друзья, спасибо, что досмотрели до этого места, и в качестве бонуса я дам небольшой спойлер следующей серии. Обычно, планируя любую поездку, я ее заранее расписываю по дням и даже по часам, где я буду ночевать, бронирую отели заранее. Но в этот раз, когда у меня был маршрут по Северной Турции, я поступил другим путем. Дело в том, что информации по этим местам в русскоязычном интернете очень немного. И я не знал, что меня будет ждать по маршруту. Поэтому я знал, что я выезжаю в определенный день, и спустя определенное время я должен приехать вот в назначенную точку, и оттуда у меня был самолет. Отели по маршруту я не бронировал. Я не знал, где, в каком городе я останусь, сколько времени проведу. И вот события, о которых я буду рассказывать во втором фильме, то место, которое я посетил, я долго сомневался, заезжать мне туда или не заезжать. В последний момент мы с супругой решили все-таки туда заехать. И вы знаете, это было самое большое откровение, самые большие эмоции, неожиданные, приятные от всей поездки. Дело в том, что мы заехали в очень душевное место, повстречали очень хороших душевных людей, которых просто нет в курортной зоне, и получили столько эмоций. Этот городок называется Сафранболу. Он, кстати, включен в список охраняемых объектов ЮНЕСКО на территории Турции. Поэтому, ребята, обязательно, чтобы не пропустить это видео, да и вообще следующее видео, подпишитесь на мой канал. Вот здесь кнопочка, нажимайте на нее подписка, нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе этого видео, ну и следующих видео также. И вы его не пропустите. Уверяю, будет неожиданно, интересно. Но я вам передам все эмоции, которые у меня были на тот момент. Итак, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Опять же, надеюсь на ваш лайк. И встретимся в следующем видео. Пока.